Здравствуйте, мои дорогие девочки! Сегодня я приветствую девочек на канале Ирония, потому что речь пойдет о женщинах-львах. Это характер женский, поэтому приветствую девочек. Сегодня мы, значит, как я уже сказала, обсуждаем женщину-льва. И в каждом видео я говорю, что я не астролог, я не даю никаких прогнозов. Это видео носит, с одной стороны, развлекательный характер, с другой стороны, я довольно внимательный наблюдатель, и я рассказываю в этом видео о проявлениях, частых проявлениях, ярких проявлениях характера того или иного знака. И вот сегодня мы говорим именно о женщинах, потому что у мужчин совсем другой характер, он может отличаться от женского. Так что мы говорим о женщине-льве сегодня. Так вот, я буду подглядывать свои наброски, потому что тут очень многие есть, несмотря на то, что я с женщинами-львами в хороших отношениях, я все равно набросала важные моменты, которых не хотелось бы упустить. Так вот, женщина-лев любит чем-то выделяться в окружении людей всегда. Если у нее еще и к тому же хороший вкус, то она может стать чуть ли не иконой стиля. Но хороший вкус не очень частое явление среди девочек-львов, но выделиться в толпе ей всегда удается. Она знает, как себя приукрасить или произвести шоковый эффект, что тоже очень интересно. Например, надеть на себя какое-то гипертрофированное, огромное, оверсайзное пальто. Или что-то такое особенно экстравагантное. Какие-то неоновые носки, например. Это как пример вам. Если у нее есть подруги, одногодки, то, как правило, ей эти подруги завидуют. Потому что женщина-лев может перетянуть внимание на себя. И все зависит, конечно, от самооценки подруги. Но, как правило, если чуть-чуть она уступает, все внимание будет переключено на львицу. К львице, как правило, мужчины проявляют интерес. Но, внимание тут! Не обязательно ее любят или она нравится. Ее могут бояться. Она может раздражать или она возбуждает интерес. Или какие-то другие чувства, но никак не безразличие. Они любят похвалу, признание, желательно публичное, во всех областях, и это их двигатель к успеху. В данном случае это очень хорошее качество, но если у них что-то не получается, они прям злятся и отчаиваются, но хорошо что они пробуют вновь. И у них это в конечном итоге получается, если с первого раза не получилось. Они могут, женщины-львы, задрать нос очень высоко, зазвездиться могут тоже, но они вовремя останавливаются и приходят в гармонию с природой. Вот есть у них какая-то внутренняя, встроенная в них планка, которая вот не дает уж совсем переходить границы вот здравого смысла, эгоизма и так далее. Все-таки они разумные существа. Если у женщины-льва, например, какие-то интересные подруги, и мужчины меньше обращают на нее внимание, она теряет веру в себя довольно быстро. И мне лично это странно, что такой сильный, уверенный в себе, казалось бы, солнечный знак, вот может вообще как-то зависеть от мнения окружающих. Но это происходит довольно часто, если не сказать, вот по моим наблюдениям, всегда. Во всяком случае, вот всех львов, которых знаю я, такое происходит со всеми. И это сомнение внутреннее, она старается ни за что никому не показать. И поэтому с некоторыми случается такое, что ни с того ни с сего, казалось бы, она может сказать что-то неуместное, злое и совсем не в тему, поддавшись какому-то импульсу именно из-за неуверенности. Люди, которые плохо знают львиц, могут быть шокированы, вот реально. Женщина-лев держит вокруг себя немного такую, образно говоря, непробивную ауру. И им нужна вот эта оболочка. Я всегда думала, зачем? Мне кажется, что львы очень ранимые, потому им удобнее вот так вот немного
ментально возвыситься над другими, чтобы быть на безопасном расстоянии, если что. Не знаю, поймете ли вы как бы мою мысль, но они делают это ради себя, ради своего вот такого нежного, ранимого внутреннего «я». Может быть, вам вздумается покритиковать льва или сказать ему жесткую правду в глаза. Львы этого не любят. Львы любят, как сказала Натуся из Сардинии, привет тебе, мы любим, когда нас любят. И это в прямом смысле правда для львов. Я лично со львами всегда в хороших отношениях и могу себе позволить сказать прямо все, что я думаю. Мне простят мою прямоту, потому что понимаем мы друг друга с львами. А женщина-лев любит красивые украшения, какие-нибудь особенные такие. И дело не в их драгоценности или их стоимости. Главное, чтобы они были такие эксклюзивные и интересные. Они любят достаток, красивые места для времяпровождения, там, отдыха, может быть, поездок каких-то. Именно, чтобы место было красивое. Красивую одежду. Эксклюзивные вещицы, это касается не только украшений, аксессуаров, а могут быть какие-то скульптуры для дома, лампы, ну, что-то такое красивое, интересное, во всяком случае. Косметика должна быть хорошая, любят хорошо выглядеть, так, как нравится им. Любят изысканные запахи, вот духи. При том, что у них в руках могут быть все вот эти атрибуты, косметика, вещи, не факт, что они смогут выглядеть стильно. Это не от знака зодиака зависит, то есть, но они это все любят. То есть они будут тщательно подходить к тому, что они покупают, что они заказывают себе. Они любят очень прихорашиваться. А как это будет на выходе, это уже нельзя сказать, насколько стильно, но всегда будет эффектно. Всегда. Женщины активны и работоспособны. Если есть возможность стать известным, доказать прежде всего самой себе, что ты это можешь, она будет это делать. Она узнает что-то новое, пробует, развивается. Это один тип львов, ну, львиц, да, мы про девушек говорим. Есть другой тип, который ничего делать не хочет, кроме как отдыхать и беречь свое здоровье, ничего не делая. Или если делает, то делает это через силу, ей все не нравится, но это еще зависит от того, кто рядом с ней. Это очень-очень важный момент, с кем поведешься. Для львов это важно. Если женщина-лев в себе уверена, она очень расположена к людям, добрая, отзывчивая, сострадательная ко всему живому, очень любит животных, очень любит растения, ну, такая, внимательная в этом плане. Женщины-львы бывают импульсивны, могут резко завестись абсолютно на пустом месте, что-то сказать колкое или обидеться, и потом также резко выйти из этого состояния, резко остыть. Но таким поведением они могут отпугнуть еще, так сказать, не познакомившись с людьми, вот этих незнакомых людей. И выглядят в ложном свете в глазах других, то есть хуже, чем они есть на самом деле. Сами они в этот момент не видят четко своих людей, так как они находятся сейчас в образе хищницы. То есть ей не до логических рассуждений в этот момент. Женщина-лев не любит сидеть без дела. Работа для львиц – это самостоятельная работа в идеале. Она не должна никем, кроме нее самой, контролироваться. Обязательно должна приносить удовольствие и деньги, иначе никак. Тогда она идет дальше и добивается большого успеха. И может работать без остановки, забыв о времени и о здоровье иногда забывают. График работы должен быть исписан делами по часам и минутам. Если она не на своем месте, то она всем будет не удовлетворена. И работой, и семьей, и собой, и остальным людям рядом с ней будет очень фигово. Ей нужны цели. Есть люди, кому не нужны цели, да, они как-то образно знают, вот, что им делать. Ей нужны. Женщина-лев может добиться всех ею намеченных целей. И это, опять же, желание быть сильной в своих глазах,
И популярность, и обожание в глазах публики тоже очень важны. Они с удовольствием дадут деловой совет в той области, где они уже являются экспертами и любят, когда вы искренне благодарны за это. Потому что им приятно осознавать себя профессионалом в какой-то определенной области. Они хорошие организаторы, и они вот, если есть какие-то существуют правила, то они используют эти правила в свою пользу. Не могу сказать, что все львы оптимисты, нет. В семье, кстати, если она любит мужа, она очень ласковая, верная, хорошая жена во всех смыслах этого слова, и хозяйка хорошая, и мама хорошая, несмотря на то, что львицы сами по себе свободолюбивые по натуре. Но если ей попадается или она выбирает мужчину, который ей подходит, она просто прекрасна в семье. Всегда оформляют жилище и делают его уютным для себя. Но хочу добавить, что если даже она прекрасная жена и хозяйка, и мама, она дома, как правило, сидеть не любит, она обязательно будет себя постоянно развивать. Они модные, женщины-львы, заметные, яркие, страстные, немного недоверчивые, как, собственно, видно по поведению львов в природе. Они осторожные, хоть и хищники, а может быть и потому, что они хищники, поэтому они такие осторожные. Они хорошие друзья, но не для всех. Не все вынесут их врожденную надменность. Надо подруге или другу иметь самому высокую самооценку, чтобы вас не раздражало странное поведение льва. Вы должны знать, что это временное явление и не контролируется разумом в тот момент, когда вот эти проявления импульсивные происходят. Мне кажется, женщинам-львам нельзя сотворять себе кумиров вообще никогда и нигде. И себя тоже не ставить выше других. И все будет просто замечательно. Потому что если они будут свято верить в то, что они лучше всех, то никакого развития дальше не будет. Но, как правило, у них, если смотреть объективно, хороший характер и очень много достоинств. Поэтому им как бы не грозит. Я вижу женщину-льва, я лично, как вечного ребенка, маленькую девочку, которой прощаются все ее шалости, капризы, потому что она обаятельная и умная. И она дарит любовь, поэтому вы тоже делитесь с ней в ответ любовью. Вот так я вижу женщину-льва. Было бы очень интересно, если бы вы написали в комментариях о себе, если вы лев, или о ваших подругах или родственников, если они львы, что вы наблюдаете. Конечно же, я здесь, в этом характере, я обобщенную картину, так сказать, рисую, потому что все мы разные, но это наиболее часто проявляющиеся черты и наиболее ярко проявляющиеся черты именно у знака льва, поэтому я это объединяю в одно, потому что ну, как бы других львов я не встречала. Все равно проявляются вот определенные черты всегда. В большей или меньшей степени. Ну все, я вас всех целую, обнимаю, девочки. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока. Подписывайтесь на канал.